единство души и разума. Душа приходит в этот мир, доверчиво протягивая детские ручки. Но потом оказывается, что мир захвачен маятниками, которые превратили его в джунгли. Маятники сразу пытаются внушить душе, что ее здесь никто не ждал, что в этом мире каждый должен бороться за место под солнцем и платить дань маятникам. Наивную и непосредственную душу немедленно хотят поставить на место. Ей внушают, что ее желания никого не интересуют, что в мире больше страданий, чем радости, что праздники бывают только в установленные дни, что за кусочек хлебца нужно упорно трудиться. Все, ушки опускаются, уныние выступает слезами на глазах. Или растет возмущение. Это неправильно, несправедливо. Шерстка ощетинивается. Душе кажется, что выбор может быть только один, либо понуро брести по пути, навязанному маятниками, либо отчаянно царапаться, добиваясь своего. Разум человека захватывается маятниками на всех уровнях: ментальном, эмоциональном и энергетическом. Привычное мировоззрение и поведенческие реакции человека формируются именно маятниками. Человек думает и поступает так, как это им выгодно. Душа вслед за разумом попадает в футляр обусловленности. Обусловленность проявляется буквально во всем. Человек вынужден мириться со множеством ограничений и исполнять отведенную ему роль в навязанной игре. Душа в таких условиях постепенно оттесняется на задний план, и разум берет бразды правления в свои руки. Разум наставляет душу, как маленького неразумного ребенка: «Я лучше тебя знаю, что нужно делать, а от твоего глупого лепета нет никакого толку». У большинства людей душа превратилась в испуганное бесправное существо, которое забилось в угол и с грустью наблюдает за тем, что вытворяет оголтелый разум. Иногда выпадают минуты согласия души и разума. В такие моменты душа поет, а разум с удовлетворением потирает руки. Но это случается редко. Чаще всего единство души и разума достигается в неприятии, страхе и ненависти. Душа не имеет права голоса в вопросах выбора. Разум обращается с душой, как с ребенком, который просит понравившуюся игрушку в магазине. Ответы разума обычно стандартны, например: «У нас на это нет денег». Вот так мечта уничтожается в зародыше. Посмотрите, что происходит. Ребенку нужна игрушка сейчас. Если вы действительно не можете себе позволить купить ребенку игрушку, нет ничего ненормального в том, что отказываете ему. Но ведь душа согласна подождать. Однако разум с убежденностью кретина ставит фатальный крест: «У нас нет денег». Получается, что мечта в принципе недостижима. У разума своя логика, навязанная маятниками, которым выгодно держать приверженцев на привязи и не давать им даже свободу выбора мечты. У души логика вообще отсутствует, она все понимает буквально. Разум твердит, что нет денег. Но ведь душа просит не деньги, а игрушку. Разум же, мотивируя тем, что денег нет, ставит запрет на игрушку: это нереально, труднодостижимо, и душе остается только обреченно замкнуться в себе и больше об игрушке не напоминать. Вот и состоялись похороны мечты. Разум не представляет, как можно эту мечту осуществить, поэтому не пускает ее в слой своего мира, ведь в жизни все должно быть логично и понятно. А надо было всего-навсего согласиться иметь игрушку, тогда бы внешнее намерение позаботилось о том, как достать на нее деньги. Однако обыденное мировоззрение, сформированное маятниками, не допускает таких чудес. Свобода выбора у приверженцев никак не отвечает интересам маятников. Человек ошибочно воспринимает рациональное мировоззрение как непреложный закон. Однако закон этот липовый, и его можно взломать. В нашей жизни часто случаются необъяснимые чудеса. Так почему бы не впустить одно из чудес в свою жизнь? Надо всего лишь позволить себе иметь то, чего хочет душа. Если вы сбросите с себя паутину предубеждений и ограничений, которые опутали вас маятники, искренне поверите, что достойны своей мечты, и позволите себе иметь желаемое, вы это получите. Позволить себе иметь главное условие исполнения желания. Есть еще другие ответы разума, душе в магазине игрушек. Глупости. Мне лучше знать, что тебе нужно. Да где уж нам, мы люди простые.
Это нереально. Это дано не каждому. У тебя нет данных и способностей. Куда тебе до нее, до него? Надо жить, как все. Ну и так далее. Если бы такие суждения не были результатом влияния маятников, тогда бы можно было обвинить разум в непроходимой тупости. Но давайте надеяться, что он, читая эти строки, все-таки очнется от вязкого наваждения и поймет всю абсурдность своих разумных доводов. Разум без души в этом мире может очень немного. Вместе же они способны на все, потому что их слияние рождает эту волшебную силу, внешнее намерение. Разум управляет внутренним намерением, а душа – внешним. Однако душа не способна управлять внешним намерением целенаправленно. Когда душа и разум сливаются вместе, внешнее намерение становится управляемым, и его можно использовать для достижения поставленных целей. Все, что вам кажется труднодостижимым или нереальным, действительно трудновыполнимо в узких рамках возможностей внутреннего намерения разума. А кто же спорит? Какую бы цель вы себе ни поставили, я соглашусь, что ее достижение трудновыполнимо в рамках рационального мировоззрения. Но не отказываться же от своей мечты только потому, что какие-то дутые авторитеты взяли себе право определять, где реальность, а где нет. Воспользуйтесь и вы своим правом иметь персональное чудо. Секрет счастья так же прост, как и секрет несчастья. Все дело в единстве или разладе между душой и разумом. Чем взрослее человек, тем больше этот разлад. Разум подчиняется влиянию маятников, а душа становится несчастной. В детстве душа еще надеется на то, что получит свою игрушку, но со временем эта надежда угасает. Разум находит все новые подтверждения тому, что мечта труднодостижима, и откладывает ее реализацию на потом. Это откладывание на потом обычно продолжается всю жизнь. Жизнь кончается, а мечта так и остается лежать в пыльном ящике. Для достижения единства души и разума необходимо сначала определить, в чем же собственно должно быть достигнуто это единство, то есть обозначить свои цели. Несмотря на кажущуюся очевидность, данный вопрос вовсе не является тривиальным. Люди, как правило, точно знают, чего не хотят, но затрудняются сформулировать свои истинные желания. Это объясняется тем, что маятники стремятся подчинить людей своим интересам и навязывают им ложные цели. Ни о каком единстве души и разума не может идти и речи, если разум устремляется в погоню за манящим миражом, а душа лежит совсем к другому. Вдобавок ко всему, люди настолько сильно заняты и озабочены выполнением различной работы для маятников, что им просто некогда сесть и спокойно подумать о своих истинных желаниях. Необходимо специально выделить время и вспомнить, к чему лежала душа тогда, в детстве. Что нравилось, чего хотелось, что действительно привлекало и от чего со временем пришлось отказаться. Задайте себе вопрос, привлекает ли вас по-прежнему ваша давняя цель. Подумайте, чего все-таки на самом деле хотите. Не является ли эта цель ложной? Действительно ли вы желаете этого всей душой, или вам только хочется этого желать? Когда вы думаете о своей цели, необходимо сбросить внутреннюю и внешнюю важность. Если внешняя важность завышена, цель будет завораживать своей престижностью, а также недоступностью. Не попались ли вы на удочку маятника? Если завышена внутренняя важность, может казаться, что цель лежит за пределами ваших возможностей. Цель опять манит своей недоступностью. Но действительно ли вам это надо? Размышляя о цели, не думайте о престижности. Столкните цель с пьедестала недоступности. Тем самым вы сбросите внешнюю важность. Размышляя о цели, не думайте о средствах ее достижения. Тем самым вы сбросите внутреннюю важность. Думайте только о своем комфорте. Если цель достигнута, вам действительно хорошо или все-таки у вас на душе висит камень, сомнения в реальности достижения желаемого еще не говорят о том, что оно не было нужно. Главное, чтобы при мысли о желанной цели ваша душа пела. При всей ее привлекательности, если вас что-то гнетет, значит она может быть ложной. На всех этих вопросах мы подробнее остановимся в следующей главе. Если не имеете определенной цели и ничего не хочется, значит либо у вас низкая энергетика, либо ваш разум окончательно загнал душу в футляр.
В первом случае можно повысить свой жизненный тонус, если заняться своим здоровьем. Возможно, вы даже не знаете, что такое хорошее здоровье. При хорошем здоровье жизнь доставляет удовольствие, и хочется всего и сразу. Душа не может ничего не хотеть, ведь эта жизнь для нее представляет собой уникальный шанс. Во втором случае у вас только один выход – полюбить себя. Не слишком ли вы увлеклись заботой о других? Поставьте себя на первое место. Другие не получат от вас ничего хорошего, если ваша собственная душа отодвинута на второй план. Отдавая всего себя служению другим, даже близким людям или тем более маятникам, вы бессмысленно растратите свою жизнь. Жизнь дана не для того, чтобы вы кому-то служили, а для того, чтобы реализовали себя как личность. Запирая душу в футляр, вы создаете мощный избыточный потенциал внутренней скрытой неудовлетворенности, который будет выливаться всевозможными напастями на вас и ваших близких. Вам будет казаться, что вы желаете людям добра, а на самом деле вся эта забота будет идти им во вред. Заботливо ухаживайте за собой, относитесь к себе с участием и вниманием. Тогда ваша душа отогреется и расправит свои крылышки. Не верьте никому, кто будет говорить, что для достижения успеха следует изменить себя. Вам уже приходилось подобное слышать, не правда ли? Это излюбленный рецепт маятников. Дескать, если у вас что-то не получается, значит надо работать над собой. Как вам следует измениться с точки зрения маятников? Отвернуться от себя, повернуться лицом к маятникам и следовать правилу «делай как я», чтобы удовлетворять их требованиям и действовать в их интересах. А чтобы изменить себя, придется с собой бороться. О каком единстве души и разума может идти речь, если вы не принимаете себя, не любите себя и боретесь с собой? Душа не примет ложные цели, у нее свои наклонности и потребности. Гоняясь за ложными целями, вы либо ничего не добьетесь, либо добившись, поймете, что вам это не нужно. Трансерфинг не имеет никакого отношения к маятникам, поэтому и предлагает совершенно противоположный путь. Не изменять себя, а принять себя. Отвернуться от шелухи, которую навязывают маятники, и повернуть разум к своей душе. Прислушайтесь к велениям души, осознанно сбросьте важность, позвольте себе иметь, и вы получите все, что душе угодно. Чтобы привести к единству душу и разум, необходимо почаще обращать внимание на состояние душевного комфорта. Вы чувствуете себя комфортно, если в данный момент вас ничто не беспокоит, не угнетает, вам уютно и спокойно. Душевный дискомфорт сигнализирует обратное, у вас смутное беспокойство, что-то вас гнетет, вы чего-то опасаетесь, чувствуете подавленность, на душе висит какой-то груз. Если подобные ощущения проявляются явно и вам понятно их происхождение, значит это дискомфорт разума. Разум, как правило, знает, что его пугает, беспокоит и гнетет. В таком случае вам можно положиться на разум, который подскажет вам решение. С дискомфортом души дело обстоит сложнее, потому что он проявляется неявно, как смутное предчувствие. Разум твердит: все прекрасно, все идет как надо, для беспокойства нет причин. И все же, несмотря на разумные доводы, вас что-то гнетет. Вот это и есть шелест утренних звезд. Услышать голос души не так уж и сложно. Задача состоит лишь в том, чтобы обратить на него внимание. Голос разума с его логическими рассуждениями звучит слишком громко, и человек не придает значения смутным и неясным предчувствиям. Увлеченный своим логическим анализом и прогнозированием событий, разум просто не расположен прислушиваться к чувствам души. Для того, чтобы научиться слышать шелест утренних звезд, нет другого пути, кроме как выработать у себя привычку обращать внимание на состояние душевного комфорта. Всякий раз, когда вам необходимо принять какое-либо решение, слушайте сначала голос разума, а потом чувство души. Как только разум принял решение, душа реагирует на это решение либо положительно, либо отрицательно. В последнем случае вы испытаете смутное чувство душевного дискомфорта. Если вы забыли вовремя обратить внимание на состояние комфорта, постарайтесь вспомнить потом, какие чувства испытывали. Когда решение было принято, вас посетило мимолетное чувство. В этот момент разум,
настолько увлекся своим анализом, что ему было не до чувств. Вот теперь вспомните, каким вам показалось это самое первое мимолетное ощущение. Если это было гнетущее чувство, на фоне оптимистичных рассуждений разума, значит, душа ясно сказала «нет». Насколько можно доверять предчувствиям души? Если вы полагаете, что предчувствуете определенное событие, которое должно произойти, можете не доверять таким предчувствиям. Нельзя дать гарантии, что разум правильно интерпретирует информацию души. Единственной надежной интерпретацией может служить только душевный дискомфорт в ответ на принятое разумом решение. Душевный комфорт еще не может служить гарантией того, что душа говорит «да». Может быть, у нее просто нет ответа. Но когда душа говорит «нет», вы это почувствуете со всей определенностью. Как вам известно из материала предыдущих глав, душа способна видеть секторы пространства вариантов, которые будут реализованы в случае претворения решения разума в действие. Она видит результат и выражает свое отношение, положительное или отрицательное. Впрочем, вы сами можете убедиться на собственном опыте в том, что если душа говорит «нет», она всегда оказывается права. Таким образом, в случаях, когда нужно принять какое-либо решение, у вас теперь есть надежный критерий истинности – состояние душевного дискомфорта. Если душа говорит «нет», а разум говорит «да», смело отказывайтесь, если это возможно. Душа не может желать плохого самой себе. Если же разум говорит «надо» и «придется», значит, действуйте по обстоятельствам. В жизни иногда приходится мириться с неизбежным. Во всяком случае, критерии душевного дискомфорта вносят ясность и определенность в вопросах, где чаша весов колеблется. Достигнув согласия души и разума по поводу выбранных целей, вам остается добиться единства в решимости иметь и действовать. Внутреннее намерение разума должно слиться с внешним намерением души. Если вы действуете в рамках внутреннего намерения, и при этом внешнее намерение направлено в ту же сторону, тогда считайте, что цель уже в кармане. В случае неопределенности внутреннего намерения, когда вы четко не представляете, какими средствами можно достичь цели, работайте над решимостью иметь. Внешнее намерение намного сильнее внутреннего, поэтому оно само найдет для вас вариант. Необходимо добиться такого же единства души и разума в решимости иметь, какое проявляется в сильных чувствах. Душа и разум, как правило, едины в обожании, неприязни, опасениях и худших ожиданиях. Мы любим, ненавидим и боимся от всего сердца. Когда душа и разум едины, рождается неистовое чувство. Тот не научится любить, кто не умеет ненавидеть, говорил известный русский писатель Николай Чернышевский. Если цель выбрана правильно, и душа, и разум будут довольны. Омрачать удовольствие могут только мысли, порожденные труднодоступностью цели или узкой зоной душевного комфорта. Ситуацию, когда разум сомневается в реальности, а душа чувствует себя скованно в новом кресле, можно исправить с помощью слайдов. Как это делается, вам уже известно. Расширив зону комфорта, вы добьетесь неистовой радости единства, когда душа поет, а разум удовлетворенно потирает руки. Еще раз повторюсь, размышляя о цели, не думайте о ее престижности, недоступности и средствах ее достижения, обращайте внимание только на состояние душевного комфорта. Хорошо вам или плохо, только это имеет значение. В противном случае, вы можете спутать душевную скованность с душевным дискомфортом. Скованность, или своего рода стеснительность, происходит от необычности ситуации. Неужели это все мне? Дискомфорт же показывает угнетенность, бремя, гнетущую необходимость, уныние, опасение, тягостное беспокойство. Если скованность не исправляется слайдами, значит это явный дискомфорт. Тогда вам стоит снова подумать, не пытаясь себя обмануть, в самом ли деле данная цель вам так необходима.